Начнем изучение современного капитализма с самой простой категории — клетки буржуазного способа производства — товара. Не случайно Карл Маркс отмечает, что богатством обществ выступает огромное скопление товаров. Например, не случайно многие люди охотятся за товарами, особенно в дни распродаж, покупая их даже впрок. Товары нужны нам, потому что они способны удовлетворять какие-либо потребности, вызванные как физиологическими, так и духовными или другими мотивами. То есть товары обладают некой полезностью. Это качество мы будем называть потребительной стоимостью. Следует заметить, что потребительная стоимость не существует отдельно от товара, а обуславливается свойствами товарного тела. Примером потребительной стоимости может быть железо, пшеница, алмазы, часы и тому подобное, способных удовлетворить те или иные потребности. Важно, что при их рассмотрении предполагается количественная определенность, измеряемая в тоннах, центнерах, каратах, штуках и так далее. Как известно, одни товары могут обмениваться на другие в определенной пропорции, то есть потребительные стоимости одного рода обмениваются в определенном количественном соотношении с потребительными стоимостями другого рода. Речь идет о миновой стоимости товара. Допустим, что X центнеров пшеницы может быть обменено на Y тонн железа, Z долей золота, N центнеров хлопка и так далее. Следовательно, пшеница может выражать свою стоимость во многих товарах. Но также Y тонн железа, Z долей золота, N центнеров хлопка есть меновые стоимости, способные замещать друг друга. Итак, товары соотносятся между собой, так как имеют что-то общее, одинаковое, а меновая стоимость есть форма проявления этой природы. Но что может быть общего между пшеницей и железом, коли они обмениваются в некотором соотношении? Ведь их потребительные стоимости качественно различаются. Но если мы отвлечемся от их потребительных стоимостей, то придем к выводу, что все товары производятся трудом. Абстрагируясь от потребительной стоимости, мы также отвлекаемся от особой полезной деятельности, которая была затрачена на производство данного товара. Это уже не продукт столяра, плотника, шахтера, а затраты человеческого труда вообще. Это общественная субстанция, лишенная различий человеческого труда, образует суть стоимости — товарную стоимость. Так как стоимость определяется количеством общественно необходимого труда, затраченного на производство, которое измеряется временем, то может показаться, что чем дольше будет производиться данный товар, тем больше будет его стоимость. То есть чем ленивее или неискусней производитель, тем он больше стоимости материализует. Учит народная мудрость. Терпение и труд все перетрут. Раз. Кончил дело, гуляй смело. Два. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Три. Работа не волк. Нет, это не надо. Но это, разумеется, не так. Стоимость определяется общественно необходимыми затратами труда, то есть временем, которое требуется для изготовления какой-либо потребительной стоимости, при наличии общественно нормальных условий производства и при среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности труда. При этом сложный труд можно представить как возведенный в степень или помноженный простой труд. Один и тот же товар может быть произведен ремесленником на фабрике или на крупном машинном производстве. Поэтому нам следует различать индивидуальные затраты производства, например, на отдельном предприятии, и общественные затраты труда, определяемые господствующими условиями производства, которые в конечном счете определяют величину стоимости товара. Для лучшего усвоения этого тезиса рассмотрим следующую схему. Римскими цифрами представлены производители одинаковых товаров. Они затрачивают разное количество труда на производство единицы товара. Вероятно, они используют различные средства производства, различные технологии и обладают различным опытом. Естественно, что товаропроизводители, стремясь окупить свои затраты, предлагают произведенные товары по ценам, близким их индивидуальным стоимостям, то есть затратам труда отдельного товаропроизводителя. Но здесь вступают в действие покупатели, которые будут приобретать, возможно, более дешевые товары и отказываться от покупок дорогих товаров. По этой причине покупательский спрос сосредоточится на продукции первого и второго, отчасти третьего производителя, и будет избегать товаров четвертого и пятого производителей. В связи с этим первые товаропроизводители получат возможность поднять цены на свои товары,
а последние будут вынуждены их снижать. В результате совместных конкурентных действий продавцов и покупателей цены на одинаковые товары постепенно выравниваются. Возникает единая конкурентная цена на такие товары, явление, составляющее самую существенную внешнюю черту рыночного механизма. Исходя из рассмотренной выше схемы, можно представить, что если кто-то сможет применять какие-либо революционные технологии при производстве товаров, то это не изменит их стоимость. Например, если вы смогли усовершенствовать технологию добычи золота, то это будет означать снижение ваших индивидуальных затрат производства. Но стоимость товара определяется общественно необходимыми затратами труда, значит, останется прежней. Наконец, под действием конкуренции другие товаропроизводители могут также совершенствовать технологии и снижать издержки, что в конечном счете повлечет к снижению общественных затрат труда, а значит, к снижению стоимости товара. Подведем итоги. Исходной категорией для анализа капитализма является товар, который может быть представлен в виде противоречивого единства потребительной стоимости и стоимости. Итак, товар — это продукт труда, предназначенный для продажи или обмена в соответствии с содержащимся в нем количеством общественно необходимого труда. Выключенный из системы такого обмена, продукт труда утрачивает форму товара и выступает просто как полезная вещь. Например, производство компота или варенья для личного потребления — это не товар, а только продукт труда. Отсюда видно, что продукт труда становится товаром не в силу своих полезных свойств, а как материальный носитель особого социально-экономического отношения — отношения обмена между обособленными товаропроизводителями. Вместе с тем, наличие полезных свойств — непременное свойство товаров. По этой причине, если продукт труда утрачивает свои полезные свойства, он не может выступить в качестве товара. Например, производство некачественной одежды или невкусной еды или неудобной стиральной машины не найдет спроса, так как эти потребительные стоимости не удовлетворяют потребностям покупателей, а значит, труд, пошедший на их производство, был напрасным. В таком случае мы не можем назвать эти продукты труда товарами. Именно поэтому многие книги по продвижению стартапов показывают необходимость постоянного общения с рынком и проверки нужности создаваемого товара. Данный процесс может иметь несколько итераций, которые поэтапно проверяют полезность товара для потребителей и их платежеспособность, прежде чем товар будет представлен рынку. То есть вывод стартапа на рынок — это и есть проверка потенциальной потребительной стоимости и потенциальной стоимости будущего товара.